Сегодняшний выпуск нестандартный. Консультацию нам предоставит известный адвокат Дмитрий Камолов. Там за что-то платишь, скидывают карточку приват. Насколько это законно? Сильно ужесточили, это даже мягко сказано. Штраф за недопуск инспектора составляет 372 тысячи гривен, до 372 тысяч гривен. Сегодняшний выпуск нестандартный. Мы поговорим не о разборе бизнес-ниши, а поговорим о тех юридических вопросах, с которыми сталкивается каждый начинающий бизнесмен. Консультацию нам предоставит известный адвокат Дмитрий Камолов. Здравствуйте. Здравствуйте. Наверное, самый популярный вопрос в интернете, который звучит от всех: можно ли попробовать бизнес, не открывая ничего, ни юрлица, ничего? Дело в том, что реалии нашего государства, они таковы, что сам по себе бизнес и само по себе взаимоотношения с другими субъектами хозяйствования, оно зависит именно от того, чтобы было открыто юрлицо, для того, чтобы иметь возможность вступать во взаимодействие, расплачиваться, получать деньги, предоставлять услуги, пользоваться банковскими услугами, а также в случае чего вести претензионно-исковую работу. Первое и самое главное, организационно-правовая форма, в которой будет действовать предприниматель, она в принципе предопределяет его возможности в том, как эффективно и с какими субъектами он сможет вступать во взаимоотношения. У нас существует несколько организационно-правовых форм, которые будут для молодых предпринимателей наиболее интересными. Это ФОП, физична особа-підприємець, это ПП, приватное предприемство, и это ТОВ. Помимо всего прочего, существует еще такая особая форма, как самозанятая особа. Это для лиц, которые предоставляют профессиональные услуги. Например, я как адвокат являюсь самозанятой особой. Вы упомянули несколько групп. Как между ними выбирать? Ну вот я предприниматель, я хочу что-то делать. Как мне выбирать? ФОП, самозанятая особа? То есть на каких основаниях? Здесь вступают в силу много факторов, которые в первую очередь определяются тем, чем вы хотите заниматься, насколько большими будут ваши обороты, как вы хотите отчитываться перед государством, есть ли у вас возможность постоянно сдавать и формировать бухгалтерскую отчетность, как у вас будет построен сам по себе бизнес, будет ли это многоуровневая схема, или это будет просто какой-то маленькая торговая точка, где будут распространяться какие-то вещи, или это будет маленькая мануфактура. Все зависит от того, что выбрал для себя предприниматель. Если это мы говорим о каком-то маленьком бизнесе, понятное дело, что самое выгодное для него будет организация физичной особы-підприємця, то есть ФОП. Если же все-таки фирма предполагается к определенному виду услуг, который не может, допустим, предоставлять частный предприниматель, это финансовые услуги, услуги некоторое строительства, в том числе строительство дорог, есть ограничения законодательные. Или услуги, допустим, у нас очень популярные сейчас услуги так называемых рентье. То есть, когда человек покупает большое количество квартир, да, инвестирует при помощи определенных инструментов и в дальнейшем сдает их в аренду. При превышении определенного количества метража тоже уже есть необходимость открывать именно ТОВ и выбирать систему налогообложения, поскольку есть законодательное ограничение. Если мы идем от малого к большому, то есть мы развиваем свой бизнес, мы можем начинать как ФОП. Мы можем нанимать сотрудников, мы можем вступать с ними в взаимоотношения. Мы можем платить точно так же налоги, мы можем все делать то, что нам надо до определенного момента. Как только мы дойдем до этого момента, мы можем без закрытия ФОПа открыть ТОВ. Если же мы изначально выберем неправильную форму или решим, что мы сможем сделать чего-то больше, но в итоге у нас что-то не получится, закрыть ТОВ и закрыть ФОП, это две очень большие разницы. Много очень законодательных и практических трудностей, которые могут ждать человека. Поэтому наш совет это изначально определиться с тем, как вы будете расти, куда вы будете расти, чем вы будете заниматься. И исходя из этого уже определиться с определенной группой налогообложения, и будет это ФОП, или будет это ТОВ, или частное предприятие. Исходя из того, что я услышал, есть огромное количество источников. Из собственного опыта я могу сказать, что иногда я обращаюсь к нескольким юристам, смотрю форумы, допустим, в интернете, и есть официальный закон. И зачастую все эти ответы разные.
На что опираться, на какой ответ? Может, там есть какой-то один сайт, где самое главное написано? Как вот определяться? Потому что практика разная, читал много. И есть такая старая шутка, когда, знаете, два юриста, три мнения. Каждый из нас сталкивается с определенной проблематикой. Да? То есть не каждый человек, не все являются специалистами в области права. У каждого свое понимание того, что он собирается делать. И его исповедь перед профессионалом, перед специалистом, является залогом того, что он будет понят правильно. Я, допустим, сторонник того, чтобы обращаться в первую очередь к первоисточникам государственным. Мне абсолютно несложно открыть кодекс, то есть можно почитать консультацию, есть достаточно большое количество разных специализированных изданий, таких как есть Лига, есть Главбух, есть про бухгалтерию, Они все есть открыты. Бухоблик. Они все абсолютно открыты, они бесплатные. Закон является первоисточником, но это основные источники, из которых можно почерпнуть информацию. Конечно, лучше получить совет вживую. А есть какие-то рекомендации по поводу того, как вот выбрать того самого юриста, того самого бухгалтера? Потому что на своем опыте у нас было несколько бухгалтеров, и мы потеряли приличные суммы за счет того, что человек просто ошибся, и с него сильно много не спросишь. Если у вас есть доверие к тому или иному человеку, если вы видите, что это профессионал, то вам это скажет и так называемое сарафанное радио, и наличие у этого человека определенных публикаций, в том числе в интернете, его вовлеченность в дискуссии на разных научно-практических порталах. Это очень элементарно проверяется. Большинство из моих коллег, они постоянно дискутируют в небезызвестном вам Фейсбуке. Но я сторонник более старой школы. Если я хочу к кому-то обратиться, я в первую очередь спрошу своего друга. И получится так, что я получу максимально объективную информацию на основании того, что кто-то выскажет свое мнение и свое ощущение. По поводу открытия юрлиц, давайте вернемся к теме. Если мы хотим открыть юрлица, какие у нас способы есть и какие самые простые? Вот я хочу открыть ФОП, я хочу открыть ТОВ. Как это сделать? Достаточно все просто. Можно это сделать самостоятельно, с привлечением специальной фирмы или специально обученного человека, адвоката. Можно обратиться к государственному регистратору, можно это сделать через нотариуса, и можно это сделать путем обращения к специальным фирмам, которые имеют разрешение от Министерства юстиции на проведение регистрационных действий. Есть еще один такой очень интересный способ, это онлайн-регистрация. Во всех развитых странах люди забыли, что такое ходить по органам государственной власти. У нас мы к этому уверенно идем. То есть и даже сейчас можно сделать очень много разных вещей через сайт Министерства юстиции, через кабинет электронных сервисов и даже, внимание, через клиенты банков. И при регистрации я бы дал следующий совет. ФОП можно зарегистрировать самому. Там заполняется одна единственная регистрационная форма, берется копии документов и пишется в произвольной форме заявление про необходимость выбора той или иной группы налогообложения. Идется к ближайшему нотариусу. Да, нотариус берет деньги за регистрационный сбор, но это и не все, кстати, нотариусы, обращу внимание, имеют право регистрировать, потому что некоторые просто себе его не оформляют. Но большинство нотариусов, абсолютное большинство, имеют право на проведение регистрационных действий. Это делается проще всего. ФОП регистрируется элементарно. Немножко сложнее обстоят дела с ТОВ и ПП. Я, пожалуй, начну с ТОВочки. ТОВ у нас регистрируется точно так же. Интернет, нотариус, государственные регистраторы и непосредственно там фирмы, которые имеют на это разрешение. При регистрации у нас ровно 3 вопроса, которые нам необходимо решить, и мы должны понимать, способны ли мы их решить самостоятельно. Вопрос первый. Это изготовление уставных документов, которые состоят из решения учредителей, это первый документ. Второй документ – это устав. При этом устав может быть не так называемый кастомный, разработанный специально под деятельность конкретного данного ТОВ, в котором прописываются те нюансы, которые в дальнейшем столкнутся этот бизнес, такие как управление компанией, такие как назначение директора, ревизионные комиссии, порядок передачи долей в предприятии и так далее. У нас есть такая вещь, как
форменный модульный устав. Да? Это стандартный устав, который опубликован и закреплен в нашем законодательстве, который содержит все необходимые и стандартные соответствующие законодательству положения, и простым заявлением просто оформляется этот устав. Либо же мы изготавливаем кастомный устав, в котором прописываем абсолютно все то, что просит клиент. Если клиент способен прописать это сам, он может обратиться в интернет, в специализированные ресурсы. Точно так же он абсолютно спокойно может попросить у кого-нибудь последний зарегистрированный устав, изготовить этот документ, правильно его оформить и обратиться уже на регистрацию, собрав небольшой пакет документов. Какие-то могут быть нюансы в плане вот кастомного устава? Ну, допустим, вот я открываю компанию, я не знаю, там, нужны они мне, что, какие-то могут быть нюансы? В основном это касается управления компанией и управления имуществом компании. Если человек имеет партнера в бизнесе, и они в устав вносят деньги или имущество, то им надо понимать, как в случае развода, как мы это называем, они это будут делить. Потому что долгие судебные процессы могут привести к уничтожению и обесцениванию этого имущества. Назначение того же самого директора. У нас есть два сотрудника, то есть два учредителя, 50 на 50. И вот кто должен назначить директора? Кого можно назначать директором? Как собирается собрание? То есть это определенная формула, как будет работать это предприятие. Для этого нужен такой устав. Иногда такой устав требуется для компаний, которые в дальнейшем планируют работать с зарубежными контрагентами, которые тоже хотят видеть определенную долю управления компанией. И немаловажно, такой устав очень необходим для компаний, которые планируют иметь взаимоотношения с банками. Не всякий банк будет давать определенные кредиты, овердрафты на компанию, которая работает, допустим, на основании форменного устава. Сам по себе устав, он вам уже будет нужен, и вам уже будет нужен партнер, если вы хотя бы в одной компании являетесь стопроцентным учредителем. Согласно нашему законодательству, положениями, закрепленными в Гражданском кодексе, только в одной компании человек может быть стопроцентным учредителем. В любой другой компании 99,9. 99,99. Но плюс еще один человек. Вы должны об этом всегда помнить. Касательно наличия других особенностей в уставе, прописывается, начиная от рода деятельности, начиная от статуса имущества, которое может вноситься в уставной капитал, и заканчивая такой вещью, как условия отступления доли. Устав может регулировать ограничения по поводу передачи доли. По поводу ТОВ очень много в интернете предложений и формата, можно купить ее там за полчаса. И либо ее лучше открывать свою. Мы не рекомендуем покупать за полчаса. Не бывает таких случаев, когда вот необходимо ТОВ через полчаса. Покупая ТОВ, вы не знаете, что с ней было раньше. Возможно, она была спящая. Возможно, она просто лежала, да, то есть ее никто не трогал. Вопрос в том, что у вас в истории уже будет изменение количества учредителей, изменение самих учредителей. Есть определенная, возможно, у этой ТОВки была предыстория. Нету ничего сложного в том, чтобы зарегистрировать заново. Может быть, рано или поздно за этой ТОВкой приедут там сотрудники спецслужб. Никто от этого не застрахован. Никто. Вопрос по поводу ТОВки и ее названия. Часто люди пытаются выбрать название ТОВки, но, насколько я понимаю, это нужно регистрировать торговый знак или как это регулируется? Нет, не обязательно. Торговый знак вам нужен, если вы в дальнейшем хотите вот это название использовать как лицо своей торговой марки. Если вы в дальнейшем хотите производить продукцию, на которой будет соответствующая маркировка. Если вы хотите сайт с доменом .ua, тогда вам действительно надо регистрировать торговую марку. Если вы работаете, вы должны просто знать, что вы не нарушаете ничьи права по отношению к этому названию. Это очень просто проверяется. Если вы на сайте
бесплатного запроса Минюста в ЕДРПОУ, то, что называется, да, а у нас он просто называется ЕДР, Единый державный реестр. Вы хотите там Алекс НКО. Вы вводите Алекс НКО и смотрите, есть ли действительно такое название. Вы должны принимать во внимание еще некоторые особенности. Ваше название должно звучать не только на том языке, на державной мове, а еще оно должно звучать на тех языках с фирмами, с которыми вы будете работать за рубежом. И в статуте, в уставе обязательно прописывается полное название державную мову, скорочена назва державную мову, краткое название, а также теми языками, на которых вы будете использовать это название для работы за рубежом. Поскольку если вы изначально этого не пропишете, то в дальнейшем вам будет это просто необходимо сделать. Так, Дмитрий, очень интересный вопрос для всех предпринимателей. Можно ли брать деньги наличкой и как это происходит? Можно брать деньги наличкой. Для того, чтобы предприниматель работал с наличностью, есть определенное законодательное ограничение, которое составляют при расчетах с физическими лицами 50 тысяч гривен в день. Это то, что может брать предприниматель наличкой. То, что наличными может рассчитываться частный предприниматель с другими субъектами хозяйствования, до 10 тысяч гривен в день с одним субъектом. Для работы с наличными формируется так называемая касса предприятия, либо касса субъекта. Каждый день подбивается ее общий итог. И при проверке не должно, чтобы в кассе было денег больше, чем установил себе лимит предприниматель. Лучше всего, если у предпринимателя есть кассовый аппарат или он пользуется услугами эквайринга. Эквайринг — это услуги по проведению безналичных расчетов путем проведения карточек банковских. Во всем остальном ограничения касаются только самого оборота предпринимателя и касаются ограничения движения наличных средств от физического лица к предпринимателю. Физики между собой без прибегания к услугам банка могут также рассчитываться до 50 тысяч гривен в день. Если у физиков договор больше, физики должны прибегать к услугам банка, где подписываются документы, открываются единоразовые счеты для расчета. Один физическое лицо, одно физическое лицо, соответственно, ложит на этот счет деньги, происходит банковская транзакция, деньги переходят на другой счет, после чего они обналичиваются. Делается это очень быстро. Банки этим занимаются повсеместно, это абсолютно законно и соответствует интересу физических лиц для самого расчета. Что же касается предпринимателей, которые, допустим, торгуют какими-то дорогими вещами. Предприниматель может взять себе в кассу деньги на основании кассового чека, приходного кассового ордера. Все зависит от того, есть ли у него кассовый аппарат. Желательно кассовый аппарат иметь зарегистрированный и, соответственно, по кассовому аппарату, по специальной выписке из этого аппарата производить расчеты, ложить деньги на счет в банк. Если же аппарата нету, есть книга доходов и расходов, в которую каждая транзакция записывается, указывается сумма и непосредственно реквизиты лица, с которым был произведен расчет. А по поводу, сейчас очень многие предприниматели, ну вот из практики, там за что-то платишь, скидывают карточку приват. Насколько это законно? На самом деле, если у нас есть предприниматель, который находится на одной из трех групп налогообложения, первой, второй и третьей, они имеют право принимать эти деньги на свой счет, и любое пополнение ихнего счета является ихним доходом, который является налогооблагаемым. Если предприниматель хочет рассчитываться наличными, мы не наличными, а переводом на карточку, мы такой расчет, мы можем доказать, что это была транзакция, но конкретно за какие товары или услуги она была, мы доказать уже не сможем. Соответственно, если у нас было приобретение или исполнение какого-либо обязательства, то у нас не будет возможности доказать, в чем это обязательство состояло или какой товар приобретался. Соответственно, не будет ни гарантийных обязательств, не будет ни обязательств по возврату товара и также некоторых других нюансов, которые позволят защитить любое физическое лицо как потребителя.
Давай представим, что мы два вот предпринимателя, клиент или там предприниматель, и между нами должна произойти какая-либо сделка за какой-либо товар. Насколько я знаю, нужен счет, нужен договор и нужен акт. Что из этого обязательно, что не нужно, что как? Значит, начнем с первого и самого главного. Если вы предприниматель и я предприниматель, то у нас с вами должна быть как минимум вторая группа. Первая группа нам подходит для расчета с физическими лицами, для мелкой торговли с физическими лицами, для предоставления так званых побытовых послуг, бытовых услуг. Вторая группа позволяет рассчитываться между двумя предпринимателями и единщиками. То есть те, которые находятся в упрощенной системе налогообложения. И третья группа позволяет рассчитываться частному предпринимателю абсолютно со всем. Я хочу обратить внимание, что согласно нашему законодательству предприниматели при расчетах могут использовать определенные наборы документов. Если у нас с вами произошел безналичный расчет и у нас есть первичные документы, такие как квитанция, приходной кассовый ордер, либо же накладная на товар, и товар, полученный соответствующим образом, то в принципе этого уже хватает для того, чтобы доказать то, что между сторонами был договор. Накладная заменяет этот договор. То есть договор не нужен? Договор в таком случае в принципе не нужен, но я сторонник формализации отношений. Соответственно, для того, чтобы у нас с вами произошли правильные взаимоотношения, нам необходимо заключить договор. Если у нас товар, соответственно, договор поставки, если у нас предоставление услуг, соответственно, договор предоставления услуг или договор подряда, и если у нас там любое другое какие-то отношения, то, соответственно, договор соответствующего класса. После предоставления услуг, для того, чтобы подтвердить, что услуги были предоставлены, они были качественны, товар был качественный, существует акт приема передачи. Точно так же в некоторых случаях существует регистрация накладных, которая производится онлайн в специальном режиме для уведомления ДФС про то, что произошла той или иного рода транзакция. И банковские расчетные документы. То есть у нас должен с вами быть счет в банке, у нас должен быть акт, у нас должен быть договор. И особо хочу обратить ваше внимание, что самая главная опасность для предпринимателя, для фирмы и для любого другого лица, принимающего участие в хозяйственном обороте, это нарваться на недобросовестного контрагента. Что такое недобросовестный контрагент? Это контрагент, который уклоняется от исполнения своих обязательств, либо же контрагент, который замаранный участием в налоговых ямах, отмывание денег, обналичивание денег, все что угодно. Поскольку в случае, если вы будете сотрудничать с таким контрагентом, то во время его проверки или во время уголовного дела вы будете обязательным субъектом для проверки. А если я работаю с иностранными компаниями, набор документов такой же или он чем-то отличается? Он немножко отличается. Первое. Для работы с иностранными компаниями мы можем работать как физическое лицо, как физична особа-підприємець, попрошу, это две большие разницы, либо как частное предприятие, либо как точка. Во всех случаях при работе с физическим лицом и самозанятой особой, а они приравниваются в данных вопросах, существует необходимость наличия гражданско-правового договора. Чаще всего это договор подряда, либо договор поставки, при котором есть так называемые отношения, подтверждающие транзакцию. Обычно происходит оплата услуг путем SWIFT. Получается индивидуальная лицензия НБУ на получение денег из-за рубежа, называется Е-лицензия. И в конце года под эту лицензию подкладываются акты выполненных работ, договор и обязательно декларация, в которой указывается оплата всех налогов, которые исходят из данной транзакции. Если вы работаете как ТОВка или как частное предприятие, вашими основными документами есть инвойсы. Инвойс – это документ, который означает, что кто-то кому-то должен выплатить деньги. Это счет. Далее договор. Далее у вас будет такая процедура, которая называется финмониторинг, которую вы будете проходить. Она проходится в банке при инициации платежа. Вы предоставляете все документы, которые подтверждают, что у вас есть взаимоотношения сторон. Договор, инвойс,
Если есть, то переписка, материалы, которые пересылают стороны для того, чтобы подтвердить, что у вас действительно есть определенного рода интерес друг в друге. В некоторых отдельных случаях требуется также подтверждение цены, которое издает такая организация, которая называется Держзовнішинформ, которая проводит процедуру оценки, действительно ли цена того или иного продукта соответствует рыночной, для того, чтобы не было злоупотребления субъектами хозяйствования и, скажем так, транзакций, которые будут проходить не по рыночным ценам, для того, чтобы исключить возможность отмывания денег. А также хотел бы обратить внимание, что в любом случае происходит платеж, в любом случае на него надо получать разрешение НБУ, для того, чтобы по ним принимать деньги в валюте. И в любом случае, то есть так или иначе, субъект хозяйствования будет необходимость в том, чтобы отображать определенным образом в бухгалтерском и налоговом учете данную транзакцию, данную процедуру. У многих сейчас есть вопрос по поводу печати. Их вроде бы отменили, вроде бы нет. Кому она нужна, кому нет. Мой совет всем будущим предпринимателям и бизнесменам: делайте печать. Разрешения на это никакого не надо. Начиная с 2012 года, извините, не надо разрешения Министерства внутренних дел на создание печати. Печать стоит копейки, печать подделать достаточно проблематично. И это дополнительное условие, дополнительный источник вашей безопасности, когда документ скреплен в том числе печатью. Помимо всего прочего, несмотря на то, что документы уже отменены, то есть отменено законодательство по поводу печати, очень многие документы содержат рекомендацию Кабинета министров Украины. Такая внизу на основных бланках пометочка МП, место печатки. Лучше печать иметь. Это не проблемно и не напряжно. Я хочу обратить также внимание, есть такой вид печати, как факсимиле. Это когда штампуется подпись физического лица, директора, без разницы. Она просто штампуется, когда большой объем документов. Факсимиле на первичных документах, то есть на договорах, на расчетно-кассовых документах, на налоговых документах, на отчетности, они запрещены. Факсимиле можете проставлять на открытках, про факсимиле на официальных документах нужно забыть. Сейчас довольно сильно ужесточили ответственность за сотрудников. И многие предприниматели их боятся нанимать. Как нанимать сотрудника на ФОП, как нанимать сотрудника на ТОВ и в чем разница? Сильно ужесточили, это даже мягко сказано. Поскольку сейчас штраф за незарегистрированного сотрудника составляет до 148 тысяч гривен. Штраф за недопуск инспектора составляет 372 тысячи гривен, до 372 тысяч гривен. Штраф за просрочку регистрации сотрудника составляет до 37 тысяч гривен. Сотрудника можно нанять тремя разными способами. Первый способ – это заключение договора подряда. Я попрошу обратить внимание, есть разъяснение в законодательстве, есть лист Минсоцполитики, в котором четко указано, что договор трудовой и договор найма, то есть подряда, должны различаться. Различаются они тем, что в случае договора подряда работник выполняет работу на свой страх и риск, используя свои инструменты, не имея закрепленного рабочего места и еще некоторые нюансы. В случае, если же у нас рабочее место закреплено, инструменты производственные представлены фирмой, и сотрудник постоянно выполняет одну и ту же работу, любой договор подряда будет расцениваться как трудовой. Если у нас есть трудовые отношения, которые у нас регулируются законом Украины, Кодексом Украины о труде, сотрудник должен быть надлежащим образом оформлен. У сотрудника должна быть особова справа, должно быть заявление на прием, наказ, и сотрудник не позднее того же самого дня должен быть зарегистрирован, и налоговая путем электронного сообщения в специальных программах должна быть уведомлена о том, что у вас появился сотрудник, и должно быть сообщено, что появилось рабочее место, и на рабочее место сотрудник нанят. Начисляется заработная плата. Два остальных способа – это временный трудовой договор, который имеет определенный срок, и по истечению этого срока, если он будет не продлен, он превратится в постоянный. И безвременный договор, то есть с неограниченным временем.
Если мы хотим иметь возможность с сотрудником попрощаться, делаются срочные контракты, то есть временно, которые я назвал. Да? Эти контракты до окончания этого контракта разрываются и потом заключаются новый в обязательном порядке. В остальных случаях сотрудник постоянно трудоустроен, за сотрудника платится, удерживается зарплаты и ЕСВ, подоходный налог, и еще некоторые платежи, в том числе военный сбор. Обязательно ежемесячные отчеты идут. И статус этих отчетов абсолютно спокойно контролируется через сайт SFS.gov.ua, это сайт фискальной службы. Там у каждого плательщика налогов есть личный кабинет. Там отображается вся информация, в том числе начисленные налоги, штрафы, пени. И сотрудник. Обязательно следить надо за счетами, на которые платятся за сотрудника налоги, и ЕСВ, и военный сбор. И есть дополнительная бумажная проблематика. Необходимо подавать отчеты, необходимо проводить регистрации, дело производства определенное вести. Но так или иначе без сотрудников в фирме не обойтись. Если же все-таки есть необходимость нанять людей на выполнение определенного вида работ, прибегают к методу, когда предоставляются услуги ФОПнику от ФОПника. То есть на каждого сотрудника открывается ФОП, и они между собой по договору взаимодействуют. Давайте будем назвать это не на каждого сотрудника открывается ФОП, а взаимодействуют ФОПники. Это законно, в этом нету никакой проблемы. Это в какой-то степени даже облегчает жизнь самим ФОПникам. Плюс это абсолютно прозрачные, красивые, безналичные расчеты, когда за работу все оплачивается. В любом другом случае, если все-таки сотрудник работает не через ФОП, а работает как лицо нанятое, это немножко сложнее, но для законодателей, контролирующих органов, оно немного более приемлемое, чем схема работы ФОПа с ФОПом. А я слышал такую историю, что если нанять сотрудника на ТОВ, то это нанять и уволить, то это довольно просто. Если на ФОП, то там есть сложная процедура. Вопрос заключается не в сложной процедуре. Вопрос заключается в том, что раньше для того, чтобы на ФОП нанять сотрудника, необходимо было подавать специальные формы, получать разрешение в центре занятости. Сейчас это сохранилось, но если сотрудник действительно недобросовестный и правильно зафиксированы причины его увольнения, то в принципе его увольнение можно достаточно быстро произвести, и в принципе оно не составит определенных проблем. В случае, когда идет вопрос о ФОПе и о ТОВе, когда, допустим, приходит налоговая и штрафует за неустроенных сотрудников, то кто платит? Директор, платит компания, как это происходит? За неустроенных сотрудников платит, если ФОП, то ФОП. Если приходят на ТОВку, платит ТОВ. Но может быть наложен отдельный штраф в соответствии с Кодексом про административные правопорушения, в том числе и на директора, за то, что это его зона ответственности, соблюдения прав сотрудников на предприятии. И если на предприятии нету, соответственно, профсоюза, если на предприятии нету коллективного договора, то вся груз ответственности лежит на директора. И если директор не доначислил налоги, он тоже за это получит. По поводу проверок, все мы их боимся. Есть какие-то там сценарии, по которым точно возникнут проверки, по которым точно не возникнут проверки? Как они возникают, скажем так? Есть в любом бизнесе так называемые плановые проверки. Да? В течение какого-то времени запрашивается информация от контролирующего органа. Будьте добры, предоставьте для того, чтобы мы понимали, соответствует ли то, что вы подавали, тому, что у вас было на самом деле. Стоит этого бояться? Конечно, не стоит, если вы правильно все ведете. Если вы не способны самостоятельно это вести или не способны самостоятельно подготовиться к проверке, есть масса небольших бухгалтерских компаний, которые за вполне вменяемые деньги ваши балансы, ваши бухгалтерские документы приведут в то соответствие, надлежащее для того, чтобы эту проверку пройти. Что же касается других проверок, вы должны понимать, что первое, почему возникает необходимость в проверке, это подозрительная транзакция, это несоответствие отчета и движениям по счету, это неправильный контрагент. Да? То есть в основном самое ужасное это когда проверка идет в рамках уголовного дела. Люди боятся проверок. Зачем, чего можно мы бояться, если мы все делаем правильно и честно? Если мы
платим налоги, подаем отчетность, не нарушаем, делаем бизнес честно. Зачем нам бояться проверок? Если у вас будет уже там транснациональная корпорация, вы занимаетесь там, грубо говоря, налоговым планированием, офшорными схемами, еще чем-то, да, проверка для вас может пройти неоднозначно. Но если у вас небольшой, честный, правильный бизнес, если вы не работаете с кэшем, как у нас любят говорить, если вы платите налоги, если вы платите зарплаты, вам не стоит бояться проверок. Возможно, у вас какие-то мелкие нарушения найдут, но вам эти нарушения в первую очередь укажут. Возможно, проверка даст вам шанс по-другому взглянуть на ту или иную проблематику. Вы должны быть заинтересованы в проверке, по большому счету. О проверке вас предупредят. Может быть такой случай, что вас не будут предупреждать, а пришлют документы вам, что есть предприниматель Иванов. Да? Предприниматель Иванов был замечен в обнале. У вас с ним была транзакция. Будьте добры, предоставьте все документы касательно данной транзакции. Вы абсолютно спокойно снимаете копии, заверяете печатью, отправляете, к вам вопросы пропали. Что касается объема проверок, могут попросить все, что угодно. Обычно как? Обычно пишут запрос, дайте, пожалуйста, всех своих контрагентов, дайте все. Да, они все это проверят. Потому что для них это тот объем информации, за который они будут черпать информацию, где бы за вас зацепиться. Потому что, почему зацепиться? Потому что все-таки какая-то уже доля сомнения появилась. С другой стороны, если вам нечего бояться, можно вот так вот, нате вам все. Есть предприниматели, которые не любят давать все. Поэтому предприниматели дают конкретно на контрагента. Если в дальнейшем их вызывают и спрашивают, мы же вас просили дать все, то предприниматель задает, соответственно, вопрос, почему я вам должен давать все? У вас есть проблема относительно этой транзакции, я вам ее подтверждаю. Все остальное это с вашей стороны, мягко говоря, превышение. На этом обычно вопросы заканчиваются. Один из случаев, мы продали там к нашему клиенту услугу, у нее был брат-милиционер, насколько я понимаю, и через пару дней он к нам пришел в гости, говорит, давайте я буду, чтобы у вас 100% что-то найдем, давайте мы как-то договоримся, чтобы у вас не было проблем. Я позвонил своему юристу, мы его мягко, ну скажем так, послали, но по итогу вот был такой случай. Как мне с ним общаться? Нужно требовать какие-то документы, что с ним, удостоверение действующее было? То есть, что в таких случаях делать? Есть органы, которые занимаются обеспечением чистоты рядов правоохранительных органов. Это так называемая внутренняя безопасность. Есть горячие линии, есть прокуратура. К примеру, приходит такой сотрудник, законопослушный гражданин сообщает, что у меня произошло то-то, то-то. Приезжают оперативные сотрудники. В данном случае у нас еще один такой замечательный орган появился, как НАБУ. Орган достаточно одиозный. Орган немножко непонятный, орган очень свободолюбивый, как показала практика. И этот орган в том числе призван бороться с нарушениями конкретно вот таких вот людей, посадовців, державних службовців, співробітників органів, міністерств, відомств. Вы обращаетесь в такой орган, описываете ситуацию. Абсолютно оперативно готовится специальная операция по захвату такого лица. Дадут меченые купюры, возможно еще что-то. Негласные оперативно-розшукові заходи, да, там, установлены видеокамеры, прослушка на телефоны. Если у нас такое будет, это будет очень плохо. Уплата налогов, любые другие нюансы, которые в рамках государства происходят, да, это обеспечение общества. Да, бытует мнение, что, возможно, это все разворовывается еще на этапе, пока оно куда-то там туда наверх идет. Но все-таки постепенно что-то меняется. Если есть желание спасти государственность, вкладывать свою лепту в развитие этой страны, то на такие случаи надо реагировать в порядке, предусмотренным законом. Второй вопрос. У нас был случай, у нас обворовали всю технику в офисе, и мы вызвали наряд милиции. Они приехали, там описали свое дело, и дальше у них началась куча вопросов, которые не относились к делу, там формата, а сколько сотрудников, а кто трудоустроен, а кто этот. То есть, ну, понятно, что с помощью юриста мы как бы эти вопросы все закрыли, да, в принципе, скрывать нечего было. Но сам вопрос, как мне понять,
Что у меня может спрашивать сотрудник, а что нет? Для этого есть помощь квалифицированных адвокатов и юристов. Это раз. Два. Сотрудник в случае, вот как у вас было уголовное правонарушение. Есть специальные техники ведения оперативно-розыскной деятельности, которые направлены на выявление потенциальных участников преступления. То есть сколько там было сотрудников, кто трудоустроен, кто имел ключи, чем занималась фирма, ходили ли деньги, какого было рода техника, какая на ней была информация. Оно направлено в данном случае на выявление потенциальных участников преступления внутри коллектива, а также для того, чтобы понять, был ли какой-то дополнительный мотив. Возможно, преступление было инсценировано с целью сокрытия незаконной деятельности, да, то есть нету компьютеров, нету документов, нету статьи. Это тоже всегда оперативный сотрудник обращает на это внимание для того, чтобы из данного дела это исключить. Все остальное, объем ответа на любой вопрос, он зависит от того, какая информация не просто для вас представляет ценность, а насколько эта информация логически связана с тем, что произошло. Потому что если у вас обворовали офис, а вас спрашивают, а на какой машине вы ездите, то, возможно, логически подумав, что была видеокамера и можно там узнать, когда вы уехали из офиса и приезжали ли еще, и заканчивая тем, что им просто интересно, какая у вас машина. Давать ответ на этот вопрос или не давать ответ на этот вопрос, у вас помимо того, что есть статья 63 Конституции Украины, которая гласит, что вы имеете право не давать показания против себя, своих родных и близких, и заканчивая тем, что вы должны просто как здраво оценить, почему вас этот вопрос спрашивают. Вы можете задать встречный вопрос. Почему? Как это относится к тому, что у нас сейчас происходит? Вы должны получить исчерпывающий ответ. Вам обязаны его дать. Если исчерпывающего ответа нету, вы имеете право на этот вопрос просто не отвечать. И по традиции в конце каждого выпуска наш герой дарит нашим подписчикам подарок за самый интересный комментарий. Итак, Дмитрий, что это будет? За самый интересный комментарий я подписчикам предоставлю исчерпывающую консультацию на предмет того, как выбрать организационно-правовую форму для ведения нового бизнеса и какие документы, как правильно оформиться, как все построить. И в случае необходимости, если будет выбрана какая-то особенная форма, я подарю кастомный устав, который будет создан специально для этой товки или для этой ППшки. Что ж, друзья, пишите в комментариях ваши вопросы, ставьте лайки и обязательно подписывайтесь на канал. До встречи!